Всем привет, дамы и господа. Продолжаем проходить Kingdom Come, уже 10-я серия. И, в общем, произошла некоторая ситуация. Сивка в прошлой серии, после того, как она... Вот. Так мастерски изобразила Майкла Джексона. Ее от меня забрали куда-то в коллегию шутов. И теперь она перед королем там танцует. Вот. В общем, остался я без нее, но теперь у меня есть вот это. Слейпнер. Эта лошадь, она просто мега-бомба. Скорость у нее примерно такая же, вместимость у нее раза в 2 больше. Смелость тоже. Выносливость. Она просто конфетка. И она 5-го уровня, кстати. Здесь как-то оно по уровням распределено. Так, это я не продал. Хотя надо было. Как-нибудь потом сделаем. Опять я наткнулся на того самого челика, который типа... рыцарь, который трусливый, вот. И, в общем, опять я его напинал и отобрал у него все вещи. Я как погляжу, тут все уже потихоньку. И разбирается все. Или они ее строят. Вон он. Да хватит, ну, что с тобой не так? Просто интересно, что с ним. Сейчас пойдем туда. Do you have any work that needs doing? My dear lad, I have more worries than I can bear. Another pair of shoulders would ease my burden. I have to deal with a local witch. A witch? The herb woman, old Gertrude. That devious hag who will stoop to anything. Like all herbalists, for that matter. Oh, don't tell me. The cows are giving blood instead of milk, and babies are being born with 2 heads and a tail. This is no laughing matter. Gertrude isn't evil. She just has peculiar ideas about what's good for people. A little bird told me she incited some Ujet's women to witchery. A little bird told you, did it? You know how good people are at seeing the splinter in another's eye and not the beam in their own. In other words, someone's been gossiping. What do you want me to do? I want you to go and see her and find out what she's been up to. I know she lives in fear of the Holy Church, so tell her I sent you. That will make her talk and think twice about encouraging witchcraft. If you learn that she truly did involve folk in some foolishness, find out all you can and deal with it. Consider it done. Good. And never fear. I'm a man who always pays his debts. You'll find Gertrude, the old herb woman, in the woods. Я думал, ты мне сейчас скажешь, типа, за то, что мы с тобой в прошлый раз не так хорошо закончили. Опять вор, что ли? Где он? Вот здесь, я сейчас развернусь и... Ты... вот вижу. Давай поможем ему. Я бы хотел достать лук. So it was you. Повоевал, что ли? Да чё ж ты так сдох-то сразу, а? Оп. Оп. You showed him. And did you get the loot back? I did. I have it here. Thank you. That thieving magpie. You can't trust anyone these days. And just so you know, I'm no pinch purse.
Here's a small reward. Thanks. Так, ладно. Давай поглядим, куда нам надо. Я уж не помню ничего. По-моему, мне последний раз надо было идти. Да, врата. А ведьма твоя где? А, ведьма. Так, на показать. Вы можете отслеживать лишь 3 побочных задания и занятия. Так, секундочку. Такие. Типа... Ну ладно. Вообще, знаешь, как надо сделать? Сейчас в Таунберг зайдем, сделаем вот это вот, что ли. Да не, ну и нафиг вам, погнали сразу туда. Блин, надо было только продаться, но хер с ней сейчас в Таунберге. Хватая. Продадимся. Коняху я, конечно, убирал долго. Здесь, я так понял, 3 конюшни всего. То есть, получается, вот Нойхов, потом вот та, вот, где я был, и еще где-то слева, где-то, не помню, в Ужицах, что ли, каких. Но в Ужицах мы всрали, так как туда это... Там... Получилось так, что всех коней убили. Вот, там плотва была. Суки, плотву убили, блядь. Ох ты, погодка какая приятная, а? Да? Надо будет еще... Я понял. Надо будет еще и закупить всякие всячины. Типа доспехов и всего остального. Потому что, в принципе, бой на эти... с лука, на ней ехать и с лука стрелять, в принципе, довольно эффективненько. Так. Давай с тобой поболтаешь, чтобы все загрузилось. Ну, на натуре такое вот чувство, как будто, блядь, из прошлого вернулся. Обновил вроде комп более-менее, да, такой, ну, не это самое, ну, средненький, вроде все тянуть стало. Вышли, блядь, 2 новые игры, да. Вот это вот Kingdom Come и это финалка. Ну, финалка вроде так нормально идет. Вчера я просто стрим пробовал запускать. Она лагала как раз как сильно. Что такая вот фигня. I'm glad to see you. Ну, что, починить надо? Да нет, в принципе, у меня все более-менее. Ну, кстати, давайте я продам. У меня меч торговца есть. Правда, он получается ворованный. Ну, странно, как тут на некоторых вещах, вот, когда вот их воруешь, да, там показано, что типа там значок такой, руки красный, кажется. Типа, что, ну, оно ворованное. А вот тогда он мне не покупал, говорил, что ворованный, хотя нет. Ну, не написано было. Ну, дядь, мы только что с тобой болтали. Так, продать. Вот это вот. Угу. У тебя новенькое что-нибудь появилось, нет? Вот, 88 дамага.
пробойник. Он пожестче моего будет. Пробойник. В принципе, можно взять. Я сейчас погляжу, сколько мой меч выдает. Потому что я как бы хочу делать, чтобы у меня вот эта атака в основном наносила дамаг, потому что мне ей как-то очень удобно. Но она прям нехило задает. Так, длинный меч. Тут мой, да, как раз? Нет, это пробойник. Или что? Так, подожди. 83-50. 86-52. Ну, конечно, такое. За сколько ты его у меня возьмешь? За 166. Чувак, слишком дорого. Он, конечно, и прибавляет. Но прибавляет он, конечно, у меня совсем такие цифры. Поэтому ну тебя на. И ну тебя на. Так, ты мне еще бронику надо успеть, столкнем вот это вот свое бобро. Так, с коняха, значит. Не. Давай вот это. Это все оставляем. Железный койф тоже подадим. Это оставляем, мы тебе дадим. Вот это дадим. Вот как-то. Нет, тут свет просто. Я вам, кстати, пользоваться научился наконец. Ну как научился? Стал. То я постоянно был. Он у меня там валяется где-то, я его так, да, заебись. Одевать не одеваю. God be with you. Вообще очень сильно помогает. Так, давай поболтаем, потом ты меня починишь. Давно я не чинился, что-то продать. Так, доспехи. То, что не нашел. Вот это, вот это, вот это и вот это. Что у тебя интересненького? Ого, ты глянь, у тебя какая появилась. Доспехов больше, шума меньше, обаяния больше. А скорость намного меньше. Ну вообще да. На 3 единицы. Ну вообще я бы так и взял. Дорого стоит слишком. Ого-го! Ты погляди, что это такое. Это что за модный пост? Я вообще не представляю, как там смотреть оттуда. Я в этой своей, блин, не вижу нифига. Там Бэтмен такой начинается. У тебя тут в основном такие доспехи, типа, ладно. Фиг с ним. Забирай это и мне починить себя. Конечно, это все делать без заказа, ну да ладно. Ты только латные чинишь, да? Ну, пофиг. Ты меч можешь починить? Ничего себе. Ладненько, так. Давай тогда забежим к порту, он уже вроде делает, да? Чинит остальное. Мне вот ты нужен. Ты можешь починить мои вещи? Они вроде как должны быть не в очень хорошем состоянии. God almighty! Has something happened to Yeah. you? Did someone steal your fancy clothes? У меня, правда, есть какие-то ремонтные наборы на сенсор хламину? Почти. Вроде все.
Так, все у нас, да, получается, доспехи у нас сапоги, блять. Ну, сапоги это такое, ладно. Хер с вами. И оружие, по идее. Да, все, заебись. Сущая смерть машина. Блять, уже. Так, как мне помнится, а мы к кому вообще идем первый? Если опять начнем с дерьмо. Где он? Где он? Кто он? God save Henry. Тут никого, значит, наверху. Дай пройду. Здравствуйте. God be with you, Henry. Ладно, да. There's the man. Good work, Henry. Thank you, sir. I tell you to take a well-earned rest, but unfortunately I need one more thing from you. Whatever you command. Jezek refuses to talk to us. The stubborn bastard's asking to see you. Me? Indeed. Normally I'd send for Captain Burner to beat it out of him, but then I told myself that if he's so keen to speak to you... I'll try to get something out of him. Where is he? He's locked up in the tower. Bernard will give you the key. Very well, sir. Sir, I've been to Ujits, and the parish priest there is very odd indeed. He's very handy with a sword. Do you know anything about him, sir? Godwin? Aye, an intriguing fellow. He's the youngest son of one of the lords of Kuttenberg. He was sent to the university to become a priest, as is customary with the youngest son. But he didn't much care for it. So when he finished studying, instead of taking up his parish, he went roaming. I imagine he had a pretty adventurous life. And then one day he came back and settled down. Hanush would know more about him. Ладненько. Так, мне надо ключ взять. Что из них ключ, а что из них что? Попроси ежика. Забери. Нифига себе, вот их дофигу бегать туда-сюда. Погнали. Надо будет где-нибудь найти, я не знаю где. Надо как раз в эту будет попасть. Или гонять там. Всякие седла, всякие еще что-то. Что подковы у меня. Я купил такие элитненькие, японские. Все остальное у меня. Welcome, Henry. Стой безголовый. Дай мне ключ. Greetings. I need the key to Jezek's cell. So Radzig let him have his way in the end. He should have let me beat some answers out of him. If I were you, I wouldn't question Sir Radzig's orders. Give me the key. Just try not to mess it up. Here's that key. Thanks. Да уж не знаю, как оно.
Тут все рандомное. Так, ладно. А, подожди, а чем ты можешь меня обучить? Я тут как-то с ним на аренке сражался, неплохо подкачался, в принципе. Искусственные удары. Парировать. I've trained a bit with a sword, and I think I've got the hang of the basics. Can you teach me something new? You're a bit cocky, ain't you? All right, then. Come and show me what you can do. I'm ready. Бля, я только починился. Ах ты скотина. Stand there. Take your weapon. Fight. You look like you know what you're doing. Много уже как бы дамага нанес. Больно. Недолго мы так с тобой будем здесь. Enough. That will do. That wasn't at all bad. All right. It seems you're ready for the next lesson. Now, pay close attention. I'll teach you the most important thing. It's good to be able to attack. It's good to be able to fend off your opponent's blows. But the best is when you're able to do both at once. Master stroke is when you parry your opponent's blow, strike him at the same time. О, вот это вот вообще охуенно. See? I parry and strike in one move. There's no defense against this technique if it's executed well. The thing is to time it right. Block right into your opponent's strike and match your movement to his. One elegant technique and the fight is won. Try it. I'll attack slowly. You parry. All right. А, теперь я вот так вот буду? Бля, вот это All охуенно. right. Ow! All right. Ну, тут клево. А то они меня так били, блядь, а я не мог. Всего спасибо, дядь. Это классно. Так, у меня вроде как навык есть, да, защита. Я видел там еще что-то было. Скрушитель оружия. И голем. Во время бесед с окружающими ваш доспех будет пугать на треть сильнее, чем обычно. Ого. Нехило. Если вы бьете своего противника в клинче, вы можете побеждать его оружие на 15% сильнее. Типа да, мне в принципе не надо. Давай вот это. Прикольно. Теперь я буду их запугивать.
Бой мечом могу еще сделать. Знаете. Я их не запоминаю. Хоп. Так, что-то я не понял, какая-то фигня произошла. Не знаю, надеюсь, все будет нормально дальше. Что-то странная какая-то фигня с этим Shadow Play. У меня постоянно стало отключаться. Просто ни с того ни с сего берется, заключается, я ничего вроде не жал. Хер его знает. If hanging around in a damp dungeon with a condemned man is your idea of honor... You're not seeing the bright side. You can be the one who uncovers a conspiracy against the king for your master. You don't get an opportunity like that every day. It did cross my mind, though, that it might be nice to get some assurances for my cooperation. After all, I'm the one the Margrave unjustly declared the scourge of the land and expelled from Moravia. They even pulled my beautiful castle down. It was the necessity of making a living that forced me to take some liberties. Do you really want to question the authority of the Margrave? I've always been loyal to the crown, but what can I do when the Margrave stole my fief? That's not why we're here. I don't care about your conflict with the Margrave. It's your crimes against the king I'm worried about. The king you say you've always been so loyal to. Very well, ask me anything you want. I won't be obstructive. What I want to know most of all is who's behind it. Who are you making those forgeries for? Do you think I couldn't have handled it all myself? I'm not trying to insult you. It's just not a job one man could do alone. All right, the way it began was I was short of coin, as usual. So I let those crimps in Sasau recruit me. Recruit you into what? I didn't inquire too much. In this business, you don't ask too many questions. But when they found out I wasn't just anybody, they put me in charge of the counterfeiting. A foreigner by the name of Eric gave me instructions. But for sure, he isn't the chief. And there's someone highly placed at the monastery who's mixed up in it too. But I don't know who. How did you come to hear of all this business? I met some old friends in Colleen a few months ago, and they said they were heading for Sasau, that armed men were being recruited, and they'll hire anyone. And then what? Rapota and I had been living off stale crusts for a month, so I wasn't going to turn down the chance of work, honest or otherwise. We rode to Sasau and met with the recruiters. It didn't take long to realize I was a nobleman fallen on hard times, not some common peasant. Can you get to the point? Well, they introduced me to this Eric, and he told me what was needed. They set up the workshop, got the men, the supplies, everything. How did you come to hear of all this business? I met some old friends in... And then what? We rode... Can you get to the... Well, they introduced... This Eric, you reckon he's not the one in charge? He puts on airs, but he's just a naive young pup. And he's always going on about his lord, though he never mentioned him by name. Where can I find this Eric? You must have had some meeting place. He used to come to the workshop unannounced. And after what's happened, I doubt he'll be showing his face there again. Crimps? You're telling me this Eric is recruiting armed men in Sasau? Well, it seems so. I was giving the recruiters some of the coins to do it. The fake ones, of course. Where can I find the recruiting gang? That's tricky. It was my friends who led me to them. We met with them in the woods next to Sasau. It's about who you know, as always. You said you gave them money. Where was that? They'd ride to the mine gallery to see me. I don't suppose you'd find them there now. If you say so. This highly placed person at the monastery, what can you tell me about him? I've no idea who he is, only that he's no small fry. After all, he handles the exchange of the forgeries in Passau. I see. Is there anything else at all you can tell me about him? No, he was supposed to supply me with materials too, but he backed out. Eric said he probably got cold feet. How did you come to... I met Old friends. Who were they? just a couple of brigands.
We used to ambush the Margrave's messengers in Moravia together. Nice friends you keep. I was in dispute with the Margrave. A man in my position finds himself mixed up with all sorts. And then what? Rapota and I had been living off stale. We rode to... Can you get to the... Well, they introduced me... That'll do me for the moment. Will you put in a word for me with Sir Radzig? I'll swear allegiance to him if he'll have me. I'm sick of being a renegade. I can try, but I can't promise you anything. Да, куда-нибудь конюшню Израиль поставить. И, в принципе, нормально. Are you serious? Да, я серьезно. Hey, Henry's come to see us. Ты, блядь, тут где она? Спрятался там где-то под столом. И кричит оттуда, заходи ко мне. So what have you learned? All sorts of things. There's some foreigner called Eric behind the counterfeiting ring, and someone highly placed at the monastery. The monastery? Really? That's what Yezhek claimed. So it's worse than I thought. If this is true, we'll have to proceed with the utmost caution. Why? Can't we just go to the monastery to investigate? No. If the church is truly involved, I have no authority. So what will you do? I'll have to think about it. It won't be an easy nut to crack. I'll have to consult with Hanush. And what of this Eric? Who is he? I don't know, but he's recruiting armed men in Sasau and forming an army. Damn! So it looks like Pribyslavitz wasn't the end of it. It most certainly wasn't, sir. And what's more, Sir Yezhek is convinced this Eric is only a go-between, and there's someone bigger behind him. You should return to Sasau and take a closer look at those recruiters. If they're going to attack, we must find out sooner than last time. It might not be as straightforward as that. Sir Yezhek didn't know them and has no idea how to find them. You'll have to manage somehow, my lad. Don't tell me there's an armed force amassing here and nobody knows anything. Go to Sasau and try to find them. I'm not sure where to start, sir. Then ask around the alehouses and inns, or at the Rathaus. Someone must have heard something. These things can't be entirely kept in the dark. Whatever you do, be careful, Henry. And best not mention my name. It would attract unwelcome attention. What we want is for the crimps to take you for just another village lad they can lure into their gang. All right, sir. I'll try to blend in as best I can. I know I'm asking a lot of you, but I know of no one else who could help as much as you can now. Sir, there's one more thing. Sir Yezhek went with me without resistance, because I promised him he could come to an agreement with you. My boy, my boy. You make promises in my name? That could turn out very badly for both of us. But, if it can prevent bloodshed, why the hell not? We may well come to some arrangement after all, but I can't say yet what will become of him. You'd better run along. As you command, sir. Понял, да, мы уже на твое место метим. Нехуй тут. Так. Я куда в Сазаву сейчас, да? Сазава. Так, блядь. Чуть я совсем эту девку у мельника забросил. Надо
как-то к ней наведаться. Нападение. Да, поглядим тут. Тихо, да достань меч. Кто, сука, такой? Давай, дядь. Еще что? Или это все? Спасибо. Спасибо. Так, давай. Тоже давай. Календула. Стрелы 2. Все, что дорогое, давай. И вот это давай. Хорошие. О, броник, это хорошо. Перчатки охотника. Шапка. Так, что из этого лучше моего? Сила, ловкость, живучесть, красноречие. Ничего себе он поднимает. В принципе, видимость и заметность только на 1 единицу добавляет. А вот, блядь, шум нехило так. Ну... А, подожди, сила ловкости живую, это что-то... А, это мне дает дикость, что ли? Что я не на территории города. Так, по-моему, все говно, да? Все говно. Хотя вот это шума меньше дает. По идее, это... Доспех голова 20, 25... Ой, на 1 единицу не хуйня. Тогда все это на коня. Где-нибудь досплавим. Так, а что у вас по мечам-то? Куда у вас все улетело-то? Или я все взял? Труп наемника. Он как дорогой, кстати. Тесак не очень дорогой. Щит еще вот, да. Какой у тебя обычный? Обычный нахер не остался. Да, труп наемника 100. Ну, давай. Тесак. Нахер вообще. Все что ли, вроде как? Когда? Погнали дальше. Эта атака, она очень быстрая просто. Типа вот сейчас он даже щит достать не успел, я ему уже 3 кольнул. Или сколько там. И типа он сразу упал. В принципе, это довольно классненько. Так, с кем мне тут надо поболтать? Ты внутри что здесь? Good day to you. I've got a few questions for you, Bailiff, if you don't mind. Have you been having some trouble around here? And what business is it of yours? Did someone complain? Who sent you here? No one complained, though I'd be interested to know why you think they might. It was Lord Radzig who sent me. He'd heard word that some unsavoury characters are holed up round here. Begging your pardon,
Well, what the devil does Sir Radzig care about it? And I keep hearing the same from Sir Sebastian. And he's got no dog in this fight either. You have an inn and the horse trails cross here. There must be many travellers come seeking work and not all of them honest men. Aye, it's true. Bedlam has broken out once or twice, and restoring order was no easy matter. Has there been anything like that lately? No. It's been quiet here lately. Now that I think about it, I don't recall coming across anyone here like that. Nobody looking for soldiering work, maybe as a merchant's guard? There's always one or two like that. But if they don't get the job, they move on. I heard some recruiters are meeting in Sasau. Seemed likely they get up to mischief and people might complain. Do you think that people here complain and I don't do my job? Nothing of the sort. Old Lederman's the only one that comes complaining, but I pay no heed to him. And what does this Lederman complain about? Lederman is our local tanner. Lives by the quarry, which is where, well, some youngsters go there to wrestle. They go there to fight and that doesn't bother you? Why would it bother me? Much better to brawl there than in the tavern. At least in the quarry they can't damage anything but each other. And my catchpoles go by there from time to keep an eye on things. Have you heard any talk of strangers in the town? Maybe people acting oddly? Nothing worth mentioning. Sure, there's been some talk about the miller. Folks saying they've been seeing him doing this or that, or people visiting him at night, but he's never done anything. He's a decent enough man, for a miller. I'll try asking him if he's heard anything. He lives on the other side of the river, by the bogs. But don't go getting your hopes up. He might not be able to help. Sir Sebastian? Who's that? Sebastian Baron von Berg. He's here under monastery law to protect us against all this unrest in the land. Why should he care about the city? That's not his jurisdiction, is it? Quite true. I'm in charge of this city, but he keeps telling me I've got cutthroats hiding around here, and I should be more vigilant. The goal of the man. Thank you, Bailiff. Не, ну блин, с Мельником что толку говорить, они же все здесь воры, типа. Такое. Так. С кем мне еще? С кожевником. Корчме. Давай к корчме, потом к кожевнику. К Мельнику я в последнюю очередь пойду, если что, потому что... Там много смысла я из этого все получу, что здесь. Good health to you, sir. Have you noticed anything suspicious lately? And what's your idea of suspicious? Have you heard of anyone looking to hire some rough men? Mercenaries, you mean? Yes. There were some fellows conspiring here in the corner twice a week, and others coming and going. They didn't look entirely respectable, but they never made any trouble. Where do you think they might be meeting now? How should I know? I'm an honest innkeeper, not a man-at-arms. They could be meeting at another inn. They could be meeting in the woods by the light of the moon, for all I know. Is there any way I'll recognize them? Unquenchable thirst. They drank like fish. They were rough-looking too. Big-bearded and scruffy. Aside from that, they mostly kept to themselves. That's not much help. What did they do while they were waiting for someone? They drank. And they played dice. I do remember there were always dice on the table. So they were fond of dice, were they? And where would you find a game around here? Anywhere there's dice and usually drink. That's all you need for a game. Although it dawns on me now,
Never saw Simon with those men, oddly enough. He's got a nose for drunken dice players with a coin to lose. Simon who? Why, the young miller. He runs Catzick Mill. Neighbours are always slandering him for trafficking, but who knows? Maybe he just has a knack for business. Значит, все-таки к мельнику и надо ехать, да? And what happened to them? I don't know, they just stopped coming. And I haven't seen hide nor hair of them since. You haven't heard anything about where they went? How could I have? They just stopped coming, and that's that. You don't know where I might find some more dishonourable folk? And why would you want them? You'll set tongues wagging about you. But they'd be the ones to know what reputable townsfolk don't. I grant you that. Well, we don't have an executioner, just a knacker. But he's an odd fellow. Like any knacker, I suppose. And there's some strange tales about Miller Simon, too. But I'd say it's just jealousy. What can you tell me about the knacker? Decent folk don't talk about him. He deals in carcasses. I was hoping you'd tell me a bit more than that. Why should I care about him? He lives in a house by the church, and that's all I know. And all I'll say. Thank you for the help. Not at all. Why off so soon? Sit down for a tankard or a bite to eat. I'm looking for an odd jobber here. Elijah's his name. From Merhoyed? Yes, I know. He's sitting outside at the farthest bench. Thanks. Ale as usual. My pleasure. Coming right up. Huh. Hell for me. I know you. I know you from somewhere. My pleasure. Where do I know you from? What? Of course, my dream. You were in a boat made of bone, and I put a crown of thorns on your head. Команда, я понял. All right. Tell me about this. That dream. Yes, that dream has come true. I dreamt that a young man would become my apprentice, my own pupil in the trade of miracles. And that's supposed to be me? Who else? What's your name, young man? Henry. A powerful name. So, Henry, are you ready to become my apprentice? What exactly does it entail, becoming your apprentice? A lot of work and strenuous labor. Knowledge of medicine, theology, and white magic. You have to study the great works of the ancients and devote your time to understanding your fellow men, listening to them, and learn to read their souls. I'll bring it right away. Nothing to it. That's why God has sent you. So what do you say? First, tell me, who are you, and what do you do? Me? I am an unworthy, low, and miserable servant of Providence. Scholar or merchant, believer or heathen. I wander the world without home or family, with only my wagon, offering miracles to those that need them. That's who I am. Without home or kin, I wander this world with my wagon, providing the miracles that people need. Ointments, relics, aromatic herbs, rare spices, talismans and amulets for luck. All these things I have.
All right. Wonderful! Oh, glorious day! I have a successor in... So, how do you plan to start training me? With a test of your... Oh. I have my eye on 3 rare objects of great value. Ну, понятно. Go on. Продолжай. First, I need a tooth of Saint Procopius. Then I'll need a branch from a topping out hung on a church. And finally, a talisman for luck from a passionate player. Bloody hell, that's a lot. About... Такой типа. Fine. I'll get... Жесть какая-то. Так, ну ладно. Погнали тогда к кожевнику сходу. А, подожди, это кто? Живодер. Тогда живодер, давай. My respects to you. Are you the local knacker? I'm the local gravedigger. But if there aren't any burials to take care of, I'll turn me hand to knackering. Well, then you might know a lot of things that others don't. I'm a decent man. Not always honest, but decent. Anything fishy going on in these parts? There certainly is. Candles are being stolen from the church, as brazen as that. What sort of people do that? Ah, but have you heard of anyone around here hiring adventurers and bandits? How would I know that? Most people avoid talking to me. I don't even go to the tavern much these days. And what's been happening in Sasau lately? Nothing interesting. Except maybe that bitch being slaughtered. What? Who was she, a villager? I wouldn't call that nothing interesting. No! I mean a dog bitch. It was a while back, but they called me to clear it up. What happened? The dog looked like she'd been hacked to bits. They were scared it was some demon, but as far as I could see, someone took a sword or an axe to her. Why on earth would anyone do that? What do I know? Maybe he was snooping around where he shouldn't, and the bitch went for him. I hear there was some dog-bitten fellow being cared for at the monastery. Only they kept him there on account of a broken leg. Maybe that's the same one. Thank you. I'll be going now. Very well. Feel free to stop by any time. People shy away from me, except when there's a death, or the cesspit's full. Задание такое с нарастанием, да? Спросил одного, иди еще одного спроси. Господи, что у меня там наверху творится? Все, да? Мы приехали. Не? Ну ладно. Текс. Ну, что ты делаешь? Good day to you. What do you need? Tanner, I've heard all's not well with you. It's better now. I must have eaten something bad. No, I mean you've complained about some ruffians raising hell behind your house. Aye, true enough. That lot's been a thorn in my side. And when I went to tell them to take it elsewhere, they nearly beat me to a pulp.
If you want, I'll take care of them. Well, you look like you could move mountains, but there are several of them and just one of you. Perhaps we'll be able to settle things peacefully. Maybe. They might think twice before kicking your arse. Perhaps I can reason with them. It doesn't have to come to blows. Well, break a leg, lad. Or better yet, don't. But if you manage to pull it off, you'll get your reward. Don't worry. Я понял, что я узнал, где писем, ты съебал. Что вы тут? Пень. Простой. Жерть. Сорняк. Ты погляди, какие у них тут. Кулак. I'm looking for work, and I've heard someone around here wants fearless men. Do you know anything about it? I've heard they might be looking for a new knacker. So if you're not afraid of carcasses and the occasional pile of shite... Thanks, but no thanks. Word has it someone's hiring mercenaries and other fighters. Ah, well, you've heard more than I. The tanner sent me. He says you've been causing a commotion at night, and I thought I might convince you to stop. Ha! So all his whining finally found a friendly ear, did it? Let me tell you something first, whelp. I'm the bailiff's man, and we're not doing anything wrong here. Old Lederman's only been whining like that since he lost a bit of silver. Didn't bother him before that. He told me different. Ha! Of course he did. Otherwise no one would help him. Go ahead and ask the lads. They'll tell you the same. It's God's honest truth. I'll take you at your word. But what should I do now? The way I see it, you've got two choices. Screw that old liar and leave him be, or get down to business. Or there's a third possibility. What would that be? We put one over on that pinch penny. I'll tell him I've taken care of everything, and you and your friends don't show up here for a few days. I'll get a reward, and we can split it. And then you can come back later. It's practically free money. I like the sound of that tune. The devil take the tanner. We'll hole up somewhere else for a few days, and you come and see us once you've got the coin. All right? Все, дядь, давай. Миллион мне. Что-то, конечно, прикольно, да, все дела, но да. Даже делать. I've taken care of the lads who were bothering you. You'll have a quiet evening tonight. God bless you, lad. And here's something for your trouble and kindness. Unlike that miserable bailiff. If anything else grieves you, just say the word. 95, нифига, чувак. Нехило так. If I wanted to join in, what would I have to do? It's pretty simple. First you have to beat Weed. He's that not too dangerous looking fella there. But some nights, he gets a good rest and he's got God on his side. Then you can try one of those three. Doesn't matter which. And if you whip all three, you can test your mettle again. So the last match is with you? That's right. They say a bout with me is no joke. Just bad humours. The groschen I got from old Lederman. I hope he wasn't as tight as a drum. He always struck me that way. Here's your cut. Is that all? I had him figured out then, the old miser. I feel like going right back and making sure he doesn't sleep easy ever again. If you want to. But wait till I'm not around. Come on!
You can't be afraid of him. He didn't even beat weed. Подожди, стой, сорняк. Сорняк, блядь, давай пиздиться. Хотя бы God с be with тобой. you. Ладно, надо было сначала с ним подраться, а потом уже, ну ладно. Так. Все это, конечно, прикольно. Нам теперь надо немножко в другую сторону. Сзади там нет никого больше? Нет. Мельник... Ну, такое ощущение, что к мельнику нам все-таки идти. Самый далекий от всех. Ладно, пойдем в другую кашму сходим. Хватит. Пожалуйста, блядь. Тут в узких пространствах управление лошадью вообще зашел. Да я понял, что я, блядь, узнал, где этот писер. Ты можешь мне убрать это говно, нет, блядь? Что за... Сука. Ой, бля. Jesus Christ be praised. I've heard it's not quite as lively here as it once was. Well, I wouldn't say that. Guests are always making merry when there's a drink to be had. That's not quite what I meant. I'd heard there were some stable boys staying here for a long while looking for work, but it took too long and they took to causing trouble. True, but that's nothing new. No, the thing is, there's not many wagons coming through at all. Folk are afraid to travel far in case they get done in by some cutthroats or, God forbid, have their wagons requisitioned by some army. So there are fewer travellers, and some of them must be a little unsavoury. I take anyone who turns up. They come one day and leave the next, maybe with someone else. Past few weeks I've only had trouble with one who skipped off without paying. He just vanished, without a word. Well, he said he lost all his silver to the miller, and he had to go and see him about something. Only he never came back. Left all his belongings here. Do you still have them? Of course not. I sold them all a few days later when he didn't come back. The buyer's gone now too, before you ask. But there wasn't much there in any case. The seller didn't even cover his bill. Короче, мне к мельнику надо. I'm looking for some people you might know something about. If they come here to drink, maybe. But I won't aid you in any mischief. I've heard some rough men come here looking to recruit. Have they ever stopped in to eat or drink, or to arrange something? There were some brawlers that used to fight behind the tavern, but they raised such a commotion, I went and complained, and the town watch drove them off somewhere. I wasn't thinking about that lot. I'm looking for recruiters that hire mercenaries and other cutthroats. Don't know about that. Every once in a while, a merchant will hire some help or an escort, but nothing more. Nobody comes here regular. I'd notice if they did. Thank you, innkeeper. Not at all. Would you like something? Короче, у меня к мельнику. Тут даже вопросов нет. Так, как мне к нему лучше попасть?
Мне сейчас на ту сторону перейти. По идее, можно будет, конечно, догадаться, что это мельник, потому что, типа, я уже сколько, 3 мельника встречал, они все, типа, просто в горы. Да и все. Разбойники, что ли? Блин, у меня там вещи были, надо было вещи продать. Ладно. Фиг с ним. Дядьки, а вы? Кто? What was that? Well, I never. The pig. What's that? I'll squash you like a mouse you are. Смотри, все, они теперь и так убьют. Ай, блядь, ты погоди, сука, что делаешь? Ого, вас тут. Тихо, 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 блядь, тихо. Дай. Bring it on. Его пространство только. Блядь, ты погляди, где я? Блядь, я вот... Смотри, сука, как они заколачивают, блядь, а? Как они меня там заколачивают? Ладненько. Мы 3 убили. 3. Ну, раз я здесь засейвился, надо их все-таки как бы... Well, I never. Бля, как ты Pigs там are достал so willingly свой for the меч, slaughter. сука? Так, тогда не от тебя. Да, блядь, уйди! Да, сука! Что это такое, блядь? Да вот этого давай, блядь, сейчас. По-быстрому заколочим всех остальных. Stop, please, spare me. I yield. Да, ну он, короче, у них сильненький. Подожди, вот это вот. Хватит. Так, почему у меня опять не получается так делать? Блять, ты погляди, а. Сука, забивают, ёбаный стыд, блять, как я ненавижу, когда они так делают.
Надо, короче, вылетать и этого щитовика сразу валить. Это, блядь. Блядь, в этой игре вот больше всего ненавижу, блядь, когда на меня люди с щитами нападают. Терпеть не могу эту хуйню, сука. Этот писарь еще меня выебывает, блядь, заебал уже. Кто из вас щитом, блядь? Ты, пиздачи, блядь, тварь. Answer to my prayers just when I wanted to vent my rage on someone. What's that? Он даже, блядь, успел нахуй щит схватить. Вообще, блядь, у всех нахуй заколю, блядь, до смерти. Тебя, блядь, заколю, нахуй. Ты что думаешь, блядь, особенный что? Ты, блядь, уйди нахуй от меня. Ну это все, это как бы, блядь. Тут типа даже без вопросов. Да. Бля, ему первый раз попал по щиту, что ли, походу. Щитовика убираем, все. Изи, блядь. Он один. Вот он один мне, блядь, выбешивает больше всего. Тех просто можно от них немножечко мансовать, так и свалить все-таки. Вот этот щитовик, рожу, блядь, расколоть надо, как он встает, блядь. Ну, вообще в похуй, ты представляешь, сколько я ему дамага наношу? Блять, иди нахуй. Еще один укол щитовика, блять. Хули ты-то, блять, ко мне приходишь постоянно? Вот и тебе, блять, пришла нахуй. Еще минус один. Остался двое тут. И ты, блядь, давай нахуй. Отдыхай, дядька, блядь. Блядь, ты иди нахуй пока. Блядь, я щитовику напиздил. Да иди ты нахуй, блядь. Ай, блядь, да где я? Куда я иду, блядь, сука, куда ты? Стой. Это кто нахуй? Ты взялся, блядь. Да ёб твою мать, сука, как он меня, блядь, догнал ты. А, бля. Почему я не могу его убить сразу? Вообще сразу не могу его убить. Ладно, я понял, что вам надо. Будь добрые. Давайте тогда так с вами. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Блять, или вот это. Вот это. Сука, вот надо продавать всю эту хуйню, потому что я постоянно, блядь. What are you doing there? Well, now, look what's come crawling out from under some rock. Вот, блядь, тихо, пацаны, тихо. Все. Отдыхаем. Хорошо, все. Вот, блядь, в доспехах-то... Все, легче.
Куда ты меня там, блядь, колочешь? Тебя, блядь, клади, мудак, сука, даже не вставай, нахуй. И ты, блядь, ложись, нахуй. Кого ты, блядь, целишься туда, он? Блядь, я в него попал, и он меня, это... Тоже, ну хуй с тобой. Просто, блядь, заебал. Ты чё думаешь, блядь, о себе, а? Чё ты, блядь, о себе думаешь, что ты? Ты, блядь, не считай, Вик, ты мне похуй на тебя, понял? Ты, блядь, серьезно думаешь, что ты меня сможешь победить? Если честно, я уже так думаю. Да, и вот клич, кстати, был. На тебе, сука. Подходишь и в клич его, я понял, как это сделать. Fuck it. Блядь, какой тяжелый с тобой бой, ты, сука. А, вот я его тоже смог. Да не, дядька. Даже не думаю. Такс. Еще тут кто-нибудь имеется? Никого. Давай поглядим, что мы тут поимели. Не, в принципе, да, им пользоваться надо, то есть классная штука. Берешь доспех, считай, победил. Да, какая-то. Тоже такое себе. Тесак мастера обувь, чё, блядь. Перчатки охотника, и вот это вот возьми, остальное себе оставь. Оружие, так, где оно тут? Где этого? Дядька наглого. Щитовик смылся, вот, сука. Больше всех его ненавижу, он свалил. Но он сюда еще по-любому вернется. Кольчуга у него, людей, у него тут панцирь дорогой. Перчатки. Кольцо. Вот ты-то мне неплохо так принес. Так. Да. Заполнился. Считай, это на коня. На коня. Тоже на коня. Вот это, кстати, я одену. Оно лучше, чем мое. Короткие поножи. А, да это я их сейчас сниму, у меня там есть какие-то. Так, панцирь выкинуть. Ну, не выкинуть, на лошадь. Перчатки охотника. Пока одену, там посмотрим. Составные. Все туда. Так, блядь, вообще давай так вот сделаем. Тоже на коня. Так, лошадь. Тут, кстати, тоже снять на коняху надо скинуть. Ты мне, значит, возвращай мое. Вот это. Вот это. Сука, надо все продавать.
вот это. И вот это, кажется. Текс, текс, текс. Текс. Все. У меня основной скин на этот, ну, незаметность, на такую, типа, на нейтралочку. А вот с собой я ношу, чтобы было что-то. Стрела. Давай возьми, чего бы нет. Так. The answer to my prayers. Just when I wanted to vent my rage on someone. Herr. Ошибайтесь его за мной. А, это мне гроши. Ого, у тебя. Ого, ты погляди, это кто такой? Ни хрена себе тут на меня вышел, блядь. Ты разбойник такой? Ты дворянина, что ли, играл? Охереть. Так, подожди, здесь какая-то у меня прям кожанка такая выпала. На мне ближний бой. А, нет. Что такое, блядь? Ладно. Тогда на коня, ожерелье. Заметность. Ну давай, не знаю, это тоже убрать. Это на коня. Не, ну защита это вообще типа. Хотя пускай защита его немножечко будет тоже на коня. Сапоги дворянина на коня. Кольцо Бьянки. Надо все кольца, блин, куда-нибудь сложить. Еще что-то кто-нибудь меня нападет, не? Тебя я глядел уже. Тут у вас что? Ничего себе, ты погляди. Живая вода. Вы чувствуете себя словно Ахиллес и можете легко справиться с ранами. В течение 5 минут удары будут ранить вас на 50%. Ничего себе. Кубки, чаши, краснобои, кольца, еще кубки. Мне кажется, у меня денег будет очень много. То есть похаваем. Ну, чтобы у вас совсем тут симпатично не было. Так, сладенько. Щитовик куда-то смылся. Хер пусть. Такс, где у нас там? Ага, уже почти добежали, кстати. Что это такое? Непонятное было. Тихо. Friend, could I have a word with you? Опять он. Сука, опять он. Good man, may I disturb you for a moment? Чувак, я коцный. В чем прикол, ты видишь? Оружие. Так, давай тогда сделаем
Нет. Краснобой, да? Нет. Нет. Сейчас. Во-первых, мы пьем отвар из календула. 2 штуки. Противоядие, собачья щетина. Это что делает утро легче, на какой ценой? Я понял. Пьем живую воду. Так, тогда я беру щит. Вижу ли я тебя с щитом? Вроде бы видно. What is it then? It's a... What? You heard? I'm damned if you... I can't go back home like this. Наконец-то это I попадет can't go на back видео. home like this. Как я это все делаю? А ты твой? Нищий, блядь. Ты прикинь? Никогда он от меня не вырывался. Никогда. Вот скотина. Еще побежит, сейчас расскажет кому нибудь. Ну ладно. Я сейчас за ним еще сбегаю, полежу, может быть он. Они обычно останавливаются здесь. Бля, я не в ту сторону побежал. Ну ладно. Зато я одет умельник. Так, мне бы где-нибудь подрыхнуть. Чё у мельника здесь есть? Это сейчас, может, ему и продадимся, если оно такая возможность у нас будет. До 8, пожалуйста. Не офигеешь, честно, что это, если это не он. Потому что уже 3 человека нам к нему отправили. Так что, походу, вон. Посмотрим. Да, все-таки я не понимаю, зачем они так делают, что типа, последний час так долго. Типа как можно скипнуть. Например, мне вот надо 8, я нажал на 9. И на 8 скипнул, типа, не знаю. Как-то так. Документы Ульфрика. Так, подожди. Оружие мне нужен, щит пустил. Где ты? God be with you. Так, давай-ка я, знаешь, что с тобой сейчас сделаю? Так, лошадь. Сейчас мне точно, что мне не нужно. Давай вот это, вот это, вот это. Все сапоги дворянина, все вот это вот.
Так, вот тут как-то так. Сейчас мы просто все спихнем. Посмотрим, сколько нам надо это даст. I've got some goods here. All right. Блять, у тебя 5 сотен. А, 5 сотен, дядь, 5 сотен, блядь. I'd like to discuss the price. Sure, why not? Here, with a little something on top for a good measure. Thanks 1,000 times. Хоть как-то. Так. Is there any work here for carpenters? In this day and age, I'm glad I can support myself. Listen, have you heard about anyone looking to recruit men around here? Or planning some kind of mischief? No. Come on. I know how it is with millers. I've been friends with a few and they hear all the gossip. So go ask them. I doubt their ears reach all the way here. Then it seems you're out of luck. Surely we can come to some arrangement. I don't much care for strangers. So, what do I have to do to get in your good graces, Master Miller? Well, if I heard from those Miller friends of yours that you can be relied upon, and you're not a complete dolt. I'm Henry from Skallix, and I'm looking to... I expect Peshek sent you. And if it was Peshek who sent you, you can't be a complete... The tailor in Sasso has received some valuable... No problem. We'll be here in no time at all. Good. It ought to be at his shop. Bring the whole bowl. You haven't heard of any... Perhaps, but I'll not speak of it now. Why not? It's important. Because we're in the middle of something. Come on. Nothing bad will happen. Perhaps not, but I'll tell you when we're done. My memory will be sharpened. Right. Christ, it's like pulling... Ладно, тогда сделаем для него одно задание. Че же у тебя нету этого? Точки перехода. Да, ну не надо говорить, что и тебя тоже заберут. Блядь, че же они какие-то все одаренные-то, а? Так. Странно, кстати, увидеть ночью этого рыцаря. Не ожидал.
Че, тут кто-нибудь остался? Вообще жесть будет, если, конечно, как раз они мне и нужны будут. Защита лежит. Вот пацан отравился. Или он умер все-таки? Чувак, я говорю, забираю все вообще. Ну почти. Сейчас пойду продам. Уже почти накопил столько же денег, сколько у меня было до покупки этой лошади. Она, кстати, 2000 стоит. Какая мощная. Это не самая дорогая. Я там поглядел, типа, на сайте, какие лошади вообще здесь есть. Типа, хотел для себя найти какую-нибудь такую интересненькую. Вот это вот, типа, третья с конца. Ну как третья с конца, типа... Вот она и потом еще две дороже ее есть. И как бы все. Ну я, конечно, не по цене выбирал, а потому что она может. Я, в принципе, в основном глядел на то, что сколько она может носить с собой. То есть, ну, вообще, пока вот сколько я могу себе позволить, да, то есть это самая, типа, выносливая лошадь. То есть больше всех может. Господи, куда я бегу? Блять, мне надо продаться. Нормально у вас тут. Чувак, ну подойди ко мне поближе. Не могу я. Спасибо. Блять. Ах ты мудак. Куда ж ты идешь-то от меня? Сука. Ладно. Братан, отдавай все свои деньги. Просто все. Вот все, что видишь, сноси. My respects to you. Давай, давай. 4,5К. Сейчас поглядим. Так, блядь, сука. Обманывает меня. Так, вот это, вот это, вот это, вот это. Все. Ты слишком дешево все это покупаешь. Кстати, вот эти даже лучше, чем мои. Поэтому я их оставлю. Одна тысяча, чувак, да ты охуевший. Ну ты охуевший. Просто погляди, сколько эти все принес. Просто, блядь, погляди на это. Оно все коцаное, правда. Эх, бля. Ну ладно, хер с тобой. Ладно, покупать я ничего, в принципе, не хочу. Вот это еще забирай тогда. Где она тут у меня? Получается... Получается, я слепой, что ли? А, вот. Так. Все. Нормально, вот эти я одену. Все еще перевес. Тут все нужное, да? Ну все, значит, тогда я сейчас тебе все вот это вот отдам. Все еще у меня
А, у меня же оружие еще дохуя, да, точно. Че я тут, кстати, качнулся силу? Вы можете нести на 20 фунтов быстрее. С вероятностью 10% вы сможете оглушить противника ударом в голову. Ваша атака нанесет на 20% больше урона, но будет стоить вам на 10% больше выносливости. Работает только с оружием, обращение с которым требуется грубая сила. Давай вот это, что ли. Пока мне, в принципе, с ударами своими мне все нравится. Это я покачал. Теперь у меня, видишь, вес нормально. Так, надо не забыть на обратной дороге заскочить туда. По окному заскочу. Кулак. А, вы здесь, что ли? Пустой. Кто из вас? Так, ты пень, ты жерть. А, вот ты, да? Сорняк. Сейчас кулачными боями. God be with you. I heard... No, but I'm all... I heard you gave him... It's his own game. Really? He just... That's what he told you? He really tried to have... He tried... Так а чё я не могу с ним? Дядька. Понятно. Подожди. Этот диалог был? Блин, не нравится мне эта фигня, что вот когда... What are you doing here? Nothing special. Just a little evening wrestling. It's good for your back and digestion. А, они ж по вечерам, да, я понял. Хорошо. Текс. Мне надо... Что мне надо-то? Принести мельнику Симону дорогую парчу от портного. Дорогая парча. Зеленая рубашка, украшенная. Капюшон, штаны. Кофе. Шазавский фильм. Hey! Тихо. What is it? Текс. Что из этого парча? What the hell are you doing? Good health to you, sir. Ну, то же самое, да? То же самое. Так. Бля, не понял я.
Дядька, блядь, что за парча? Где ее взять? Блядь, портные, а живут в таких этих каких-то. Могли бы себе как-нибудь что-нибудь сделать, что ли. Блядь, что за парча-то такая? Кожа спят. А, подожди, да... Не, хотя модные же платья, все это фигня. Ну, даже не знаю. Ну, вообще, как по идее, вот здесь находится, да? Эй! Платье, всякая фигня. Я вас понял. Ладно. Фиг с ней, с этой парчей. Тогда в следующей серии-то я ночью зайду и сделаем это. В общем, мы так, в принципе, довольно долго заседали. Отвоевали лагерь какой-то. Немножечко продвинулись тоже. Ну, в принципе, ладно. Ну, думаю, на этом достаточно. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Пока.